Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Май. Что скрывает будущее для вашего знака Зодиака? События на пороге. Как изменится ваша жизнь в этот период? Давайте с вами узнаем. И у нас серьезное планетарное событие. Первый месяц май, когда планета Уран, трансформации, перемен и нового вкуса свободы находится в знаке Зодиака Близнецы. И Уран в этой конфигурации себя чувствует намного приятнее, скажем, комфортнее, нежели как прежде в Тельце 7 лет он находился. И на вас это оказывает прямое воздействие, потому что вы, как и Близнецы, принадлежите к стихии, ваш знак, точнее, принадлежит к стихии воздуха. Больше возможностей, больше вот именно этой свободы или больше желаний, мои дорогие, и причем реализации их. Итак, что ждет вас в мае? На пороге каких событий вы стоите? Карты старинного цыганского пасьянса нам не только расскажут, но еще и буквально покажут. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Помним, конечно, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Что же вам тут выпало? И почти нет совпадений. Когда вот сразу у нас не выходят совпадения или не соединяются, да, значения, часто это говорит о размеренном темпе жизни или о спокойном ритме жизни. Единственный момент, посмотрите, цепи, это не есть какая-то материальная преграда, это не есть что-то, что вам конкретно мешает, да, вот именно во внешней среде будем говорить, или то, что мы называем объективно. Это сердечная тяжесть, имеется в виду, это ваши где-то сомнения. Это какая-то история, которая уже давно закончилась. Она-то закончилась, а в вашей душе какой-то осадочек остался. Поэтому, может быть, и вы будете где-то, знаете, как воспоминаниями будет такой момент оглядываться назад. Именно нам это создает, и такое ощущение, точнее, нам создает вот эти цепи. Мои дорогие весы, а ведь нет повода для беспокойства, есть повод для радости. Посмотрите. Для двух радостей я бы уже так сказала, потому что у вас совпадает. Причем это когда не нужно даже уже и поворачивать. Одновременно и роза, счастье, любовь именно, взаимоотношения, теплые, доверительные взаимоотношения, понимание, взаимная поддержка и колчан со стрелами. И в нашем цыганском пасьянсе полное исполнение желаний. Будем реалистами. Полное – это такое понятие обтекаемое, наверное, у каждого по-своему, но то, что повод для радости будет, это определенно. Может быть, решится вопрос по части личной жизни, может быть, это у кого-то будет связано через взаимоотношения и одновременно, может быть, жилищные вопросы или семейные, или, может быть, с родственниками, или какая-то задача, которую вы прежде не могли решить, а здесь как будто... наверное, аура, атмосфера вокруг вас складывает пазлы жизни и действительно спокойное течение жизни. Свеча. Именно так и трактуется это значение в нашем пасьянсе. Видимо, единственный такой камень преткновения, как я говорила, вот ваши переживания или много каких-то мыслеформ. Помимо цепей еще у нас выпадает череп. Череп – это переживание, опять же, сердечная тяжесть, переживание, что-то мы тут надумали, или, может быть, оборачиваемся назад и все время что-то вспоминаем, но к делу это ни разу не относится. У вас полярные значения. Нам карты хотят продемонстрировать, что у вас как раз очень перспективный период май. Май месяц может быть связан с решением многих вопросов, причем как и по личной жизни, так и по колчану со стрелами мы можем, да, практически все сферы жизни как будто совместить. Может быть, это и работа, может быть, это и ваши достижения, решение финансовых ситуаций, а у кого-то, может быть, и по части дома, да, но и любовь как будто будет царить, вот это взаимопонимание. И стало быть, более добрые энергии идут в вашу жизнь, мои дорогие весы. Смотрю, что у вас еще совпало.
И в нашем пасьянсе мы можем складывать те значения, которые у нас выпали в крайних рядах. Радость, мои дорогие, у вас совпадает венок. Поэтому хандру какую-то гоните прочь, прям так и хочется сказать. Нет ничего такого, чтобы вам препятствовало. Вот это на самом деле так. Но и хочется сказать, что вы сами себе не помешаете какой-то ненужной, ну, может быть, философии вот этой глубокой, да, потому что, ну, не секрет, мы все люди, и иногда как нахлынут какие-то воспоминания или нахлынет какая-то ситуация, пусть она даже уже завершилась, ее, по сути, нужно оставить в прошлом, а мы здесь начинаем что-то анализировать, а как бы оно было, или в том случае, если бы вы поступили как-то по-другому, или кто-то другой бы, ну, ваш оппонент, конкретный человек, тоже как-то поступил бы иначе. Вот нет, карты говорят, нет смысла как бы опираться на прошлое. Хотя я должна сказать, помимо, где-то прошлое себе будет напоминать. И причиной тому планетарный транзит Сатурна, мои дорогие. Он будет на нас оказывать влияние в течение всего 2026 года. И до конца июля Сатурн у нас в прямом движении, в директном, но он находится в тех же градусах, в которых находился месяцы тому назад. Даже еще на конец 2025 года. Поэтому вот так проанализируйте. Да, вот могут, как нахлынули воспоминания или какие-то вопросы. Но, может быть, и есть какое-то, знаете, рациональное зерно, которое вам нужно взять из прошлого, что-то переделать, трансформировать, пересмотреть, реструктурировать. Потому что Сатурн далее, уже с 27 июля и по 11 декабря, он будет в ретрограде. А ретроград – это все равно возвращение какой-то прежней истории. Может быть, и есть какая-то ваша задача, тема, которая вам интересна. Ну, вот сказать ее быстро так решить, ну, наверное, вряд ли получится. По крайней мере, с одной стороны, Уран в Близнецах запускает мощную систему трансформации и перемен. Это информационные технологии. Это, в принципе, даже какие-то новые цифровые, может быть, системы могут быть. Системы взаиморасчета. Возможно, нам придется тут учиться чему-то новому. Ну, до конца 2026 года мы еще с вами много чего услышим, узнаем. Ладно, идем с вами дальше. Как изменится ваша жизнь? Что скрывает будущее? Давайте достанем 4 карты по основным сферам жизни. И первое. Любовь. Личная жизнь. Так вот, как изменится, мои дорогие весы, ваша жизнь в мае? Вторая карта. Финансы. Что будет меняться? Третья карта будет как ваше благополучие в мае. В целом соединим, да, вот все энергии, что это для вас, как аура вокруг вас. И ваши достижения, как изменится ваша жизнь или ваши планы. Может быть, это те перемены, которые касаются важных встреч, документов, например, получения или построения вашей карьеры. Ну что, давайте будем с вами узнавать, что для моих любимых весов в личной жизни будет меняться в мае. А может, ничего не будет. А вот смотрите, тут есть какой-то ворох информации. Может быть, это из-за этого где-то нам показывают разные мысли, разные переживания. Вы как будто, понимаете, можете пропускать. Информации будет много. Иногда я называю пятерку жезлов картой информационного хаоса. Поэтому информации будет много, и карта говорит нам, ты все же, правда, рационально, но как будто уделяй внимание какое-то, да, всему тому, что слышишь. И не просто ради любопытства, а это нужно, как знаете, найти долженствующий момент, откуда ноги растут у той или иной информации, у того или иного предложения, сообщения. Может быть, люди, которые появляются в вашей жизни, кстати, по этой карте могут быть те люди, которые... Я не могу сказать, что это плохо или хорошо, но, знаете, тут не совсем элемент идет надежности. Может быть, и вы будете анализировать, что, ну да, вот мне хотелось что-то осуществить, но тот человек, с кем бы это можно было сделать, я ему не верю. Вот у кого-то и такой может быть момент. Но, тем не менее, вот в этом ворохе информации для вас будет какое-то рациональное зерно. Я не исключаю, что время у нас с вами такое, может быть, за счет Сатурна. Некоторые люди будут возвращаться в вашу жизнь. Две пятерки. Пятерка всегда недостаток. И если здесь у нас недостаток правдивой информации, да, или какой-то надежности,
то по пятерке чаш это чаще всего то, что мы уже пережили раньше. Конечно, эта карта больше свидетельствует о том, что, ну, какие-то не самые приятные эмоции были в нашей жизни. И опять же, это было прежде. Не случайно в этой карте так девушка протягивает ножку, причем так спокойно, лениво, я бы даже сказала, и переворачивает вот в этот омут все то, что она когда-то пережила. Это как отрицательные эмоции. А вот та чаша, которая рядом с ней, наполненная сокровищами, это то, что принадлежит по праву ей и не заберет никто. Вот вы будете, скорее всего, отказываться, вот действительно фильтровать, мои дорогие. И по личной жизни тоже. Нужен вам этот человек или нет? Что ожидать от конкретной персоны? С плюсом или с минусом? Я не исключаю, у вас рядом выпадает карта. Я ее называю часто добрая трансформация. Да, по этой карте мы слышим какую-то новость, мы получаем известие. Но нужно еще продумать, каким образом это относится к нам. Нам это навредит или поможет. Но и эта карта, она включает в себя такое значение, что мы не можем что-то отложить на потом. Приготовьтесь, что у вас по личной жизни будет какое-то сообщение или событие. Возможно, это будет связано с тем человеком, которого вы знали. Может быть, у кого-то дальние родственники или та или иная дружба, контакты, но, наверное, по-разному. Все же я допускаю, что по восьмерке жезлов некоторые персоны могут пытаться вернуться в вашу жизнь. Причем, скорее всего, возвращаются и где-то сами в себе сомневаются. К примеру, захотите ли вы что-то продолжать? Или получится ли у какого-то человека вас, может быть, склонить отчасти к тому видению, которое для него лично перспективно. Могут быть и другие, конечно, люди. Могут быть и те люди, которые проанализировали, может быть, было время, что они вам, может быть, ну, где-то доставили не самые приятные минуты. Хотя, может быть, и вы будете тоже где-то проводить параллели и можете прийти к выводу, что, ну, были ошибки со стороны человека, но, может быть, и с моей стороны эти ошибки были тоже. Конечно, трансформация добрая будет говорить, и мы с вами смотрим на личную жизнь. Это знаете, как помириться вы можете. Когда вот эти все недосказанности будут проговорены, и знаете, как глядя друг другу в глаза. Или когда люди, которые прежде не нашли общий язык, здесь таки могут договориться, но иногда эта карта будет говорить конкретно. Вам придется собраться и куда-то поехать. Иногда это буквально документ, или мы точно занимаемся как будто документами, такое может быть, получение важной бумаги, или сама по себе возможность оформить эту бумагу, которая для вас, может быть, ну, открывает возможности. И по аркану Иерофант это судьбоносная ситуация. И судьбоносная это не обязательно, что под венец мы идем, хотя вот как раз по Иерофанту такое тоже случается. Мы ведь все разные, правда, хоть и объединяет один знак зодиака, судьба у каждого своя. Поэтому тут будет двояко. Для тех из вас, кто наоборот сейчас, да, вот уже все, уже как бы пасьянсы разложены в вашей личной жизни. Или, будем говорить, все партии уже сыграны. И вы понимаете, что, ну да, вот эта пропасть между нами, как мы не нашли прежде взаимопонимания, но, может быть, у кого-то и де-факто отношений нет, а де-юре они есть. Потому что по карту Иерофант мы именно оформлением занимаемся часто, потому что это структуры, или это где-то те законы, которые приняты в обществе, но так или иначе, вот вы свою жизнь личную будете упорядочивать, хотя это не исключает, как и возвращение некоторых персонажей, повторюсь, в вашу жизнь, так и ваши мысли, формы, вы будете что-то неизбежно анализировать, но это для того, чтобы именно вот какую-то фильтрацию, да, нужно мне этим заниматься или нет, нужно мне это продолжать или нет, но с учетом вот этих двух карт вы на что-то можете решиться. Финансы. Что изменится? По рыцарю Пентаклей это может быть, кстати, для кого-то из вас. Иногда в моих раскладах это будет означать, если вы ищете, к примеру, человека, ну, как партнера по бизнесу. Все же мы на финансы, да, смотрим.
или вам нужен какой-то союзник, единомышленник по вашей работе, то вы его находите. И если, мои дорогие весы, вам нужно закрыть какой-то долг, или вам нужно совершить в мае какой-то платеж, да, а ваши денежки где-то задержались. По этой карте в вашем окружении есть такие люди, но, может быть, вам еще следует найти. То есть иногда это именно те, к которым мы либо не хотим обращаться, либо мы, ну, даже не подозреваем, что нам могут откликнуться. Ну, вот так вот на всякий случай мы смотрим на финансы, и именно больше по финансам, документам, где-то эта карта вот такую подсказку и дает. Но это и вы сами по финансам, я могу сказать, может быть, будет желание больше экономить, нежели тратить. Возможно, вы для себя построите совершенно новые какие-то финансовые планы. Точно так же кто-то из вас может буквально приступить к изучению, ну, как, знаете, финансовая грамотность. Или меняются условия. Может быть, и вы сами куда-то соберетесь в путь, я уже об этом говорила. И вам надо будет продумывать и вашу финансовую стратегию. Точно так же по этой карте мы не бежим с места в карьер. Да, мы внимательны к каждому пентаклю, но это всегда карта прогресса. Более того, в некоторых колодах это карта марафонского забега лет на 10-20. То есть это тот период, который мы не на полном скаку проедем, да, или проскачем, а когда постепенно, может быть и медленно, но уверенно. А тут смотрите, все то, что я сказала, шестерка чаш, дружба, и правда для кого-то доверительное отношение, партнерство или взаимопомощь, взаимовыручка. Тут явно будет взаимодействие по финансам, пусть это для кого-то та работа, которая вам знакома, или вы захотите построить карьеру, тогда карта подсказывает, от тебя будет зависеть, чтобы у тебя, а вы ведь великие дипломаты, может быть и придется договариваться с каким-то человеком или с руководителем, какой-то очень правильный диалог вам построить. Будьте к этому внимательны. Тут люди как будто будут определять отчасти или оказывать влияние на состояние вашего финансового благополучия. Но больше это карта радости, поэтому что-то вас тут по финансам будет радовать. Но будут и те персоны, которые, может быть, радость радостью. Возможность это тоже хорошо, нам об этом говорили. Но и будет тот человек, который, да, отдельный совет даст, а делать за вас не будет. Может быть, тут есть, знаете как, взаимный интерес по финансам. И в каком-то проценте, в какой-то части или часть работы будет зависеть целиком и полностью от вас, за которую вы получите финансы. Но я точно так же могу допустить, что есть и человек, он имеет какой-то интерес именно либо к вашей персоне, либо к вам, как, может быть, к работнику, видит именно, ну, вашу ресурсность. Среди вас очень много творческих людей, поэтому здесь отчасти может быть как и меценатство для тех, кому это актуально. Если вы действительно творите, мои дорогие, что-то создаете, креативите, я вижу тут поддержку. Но вот именно ту поддержку, когда и ваше творчество интересно, и вы как личность интересны, и вас даже могут захотеть поддержать. Для всех остальных, ну, видимо, 50/50. Поэтому эта карта говорит, будь внимателен все-таки к финансам, да. Не время, наверное, май, хоть нам и говорят, что с финансами, как таковых, проблем не предвидится. Но, может быть, для кого-то из вас, правда, какие-то платежи очень важные. Или закрыть, может быть, кредит, или наоборот взять его, подготовить бумаги, может быть, ипотека. Поэтому, ну, некоторая экономия, она, вы сами, скорее всего, придете к этому выводу. Ваше благополучие давайте узнаем. Ух ты! А ведь и правда, мои дорогие весы, ваше благополучие сводится к тому, что вам нужно как-то очень правильно провзаимодействовать с людьми. Карта дьявола. Да, эта карта, кстати, может говорить о том, что если какой-то ваш гонорар задерживался, именно ваш заработанный, да, ну, наверное, это больше касается творческих людей. Если он, ну, по какой-то причине что-то не стыковывалось. Иногда 15-й старший аркан и говорит, что вы получите крупную сумму денег. Но и мы говорим о том, что заработано. Именно вами заработано. И понятно, по 15-му аркану мы говорим благополучие. Никаких азартных игр. Иначе
можно как будто все спустить. Ну, я вообще редко об азартных играх говорю или дополняю, что на весь период Плутона в Водолее легкие деньги опасны. Но по части благополучия в целом 15-й аркан, он дает нам, знаете, физическую силу. Он нам дает выносливость, он нам дает активность. Все же это 15-й аркан, который символизирует силу, здоровье, активность. Есть такое. Карты имеют значение, как мы говорим, и с плюсом, и с минусом. Поэтому мы перечисляем все во благо. Но, мои дорогие, соблазны. Правда, все-таки 15-й аркан – это какие-то соблазны, как и с вашей стороны. Или это такие наши желания, хотелочки, мы хотим что-то осуществить. И, понятно, не замечтаться. Может быть, вам придется где-то, я уже вот все то, что говорила, карта повторяет. В каком контексте? Если мы согласимся, не успев что-то додумать, мы можем как попасться словно на крючок. Поэтому анализировать вам что-то придется. Давайте достанем дополнительные карты. Ваше благополучие. Но, тем не менее, праздник после победы. У кого-то могут решиться вопросы по части недвижимости дома. Или когда жезлы, откуда к вам приходят деньги, вопросы по работе. Пусть это даже вопросы, которые будут касаться с вашими близкими, да. Вот юрта, которая тут у нас изображена, где-то по 4 жезлов, это как олицетворение, что да, иногда вопросы недвижимости, и, в общем-то, это тоже в конечном итоге финансы, да, упирается, отчасти могут быть решены. Может быть, это те отношения, которые раньше были сложные, но я тут вижу, раз праздник, если победа, значит для кого-то примирение, если для кого-то из вас это важно. Ну, понятно, примирение может состояться, когда две стороны готовы. И более того, с учетом 15-го аркана, если прежде были какие-то минусы или были просто проблемы, будет важно не замечтаться, себе что-то не сделать во вред, мои дорогие весы. Много работы, у кого-то работа на дому, для кого-то из вас именно через финансы. Вполне вероятно, с учетом этого триплета, вы будете для себя рассматривать дополнительный доход. Может быть, вот именно к этому так складываются события, что деньжат хочется побольше, может быть и так, да? И как будто основное место работы мы вынуждены сохранять, но и рассматривать для себя альтернативные заработки. Вот конкретно работа на дому, причем тогда ваше благополучие, мои дорогие. Вы можете прийти к выводу, что именно то, что у вас сейчас, может быть, в мае начинается, как дополнительный источник дохода. Ну, может быть, у кого-то пассивного дохода. Вы что-то тут можете тоже изучать, какие-то сервисы дополнительные. Или, ну, может, кто-то и трейдинг изучает. Ну, кто знает, правда? Или цифровые какие-то технологии вы заинтересуетесь. И там полета для творчества более чем достаточно. С учетом как раз, что среди вас творческих людей много. Я хочу сказать, что в последующем я такое могу предположить, потому что, в принципе, на деньги, на прогресс, по части финансов, даже несмотря на то, что 15-й аркан, он ведь может нам помочь, как будто и сил хватит, и если работать на самого себя, и 8 Пентаклей, да, это карта рутины, это карта настойчивости, или карта, когда мы понимаем, что приходится нас, может быть, самих себя, нам точнее, организовать на какой-то труд и пройти определенный период времени, когда работы больше. Но тогда вы будете видеть и перспективу, и в последующем плоды труда своего. На благополучие все равно тут вот есть через финансы, через благоустройство и добрые значения, но и не замечтаться, мои дорогие. Ладно, ваши достижения, как изменится ваша жизнь, ваши планы, встречи важные, вы будете все сохранять. Я могу точно так же сказать, что вы будете как будто наблюдать, анализировать за тем, что происходит вокруг вас. Что вам говорят люди, мы уже с вами об этом говорили. Для себя, возможно, будете фильтровать, что для вас имеет смысл продолжать, а что нет. Вполне вероятно, кто-то будет сохранять деньги конкретно, потому что пусть это на ваши достижения, но кто-то планирует пойти на курсы, например, да? Или кто-то планирует заниматься инвестициями, или кто-то вообще из вас
действительно свою концепцию заработков хочет кардинально изменить. Ну, некоторая прижимистость в тратах, мои дорогие весы, а нам даже эта карта рекомендует, мы уже не раз с вами говорили, по-видимому, напрямую может оказывать влияние именно и на достижение тоже. Точно? Весы как будто что-то задумали на будущее. Тройка жезлов – это карта будущего. Но это такая, знаете, очень временная остановка, и здесь у каждого по-разному. То есть будет в мае месяце какой-то, может быть, день, а может быть и полдня. У кого-то, может быть, это 3 дня, тут мы все разные, когда нам нужно именно что-то проанализировать и принять однозначное решение. Есть такое значение, когда мы можем, ну, условно остановиться на полдороги, именно для того, чтобы проанализировать, все ли из прошлого мы взяли с собой в будущее, или что мы будем продолжать, что для нас будет прогрессом. А вот давайте мы и узнаем, какой нам, может быть, совет дадут карты, на чем акцентируют внимание. Ну, все то, что мы с вами говорили, шикарная карта. Да, у кого-то проиграется именно финансовый интерес, и деньги – это один из способов взаимодействия с миром. А для кого-то из вас это личная жизнь, контакты, близкие люди. Но все же это ведь на достижение. И вот тогда, если мы рассматриваем триплет, тут может быть такая конфигурация. Есть ваши планы, которые требуют, как я говорила, именно аккумуляции финансов. Эти планы для вас могут быть очень важны. И поэтому кто-то из вас, мои дорогие весы, это на достижение, чтобы осуществить какой-то план. Может быть, действительно, деньги как будто есть, деньги будут. Нам уже не раз об этом сказали, но и много работы. Или когда не могу как будто эти деньги рассредоточить. Вы кому-то можете даже из близких говорить, ну вот нет, некоторые планы по части финансов или каких-то трат вы будете сохранять. Есть финансы. Но вот эта 4 пентаклей, она, наверное, говорит о многом. Называется карта жадины. Поэтому для вашего достижения, как будто чтобы все было реализовано. Вот такой вот жадины отчасти. Я надеюсь, вы правильно понимаете мой сленг. По крайней мере, в мае финансовая грамотность, внимание для вас это будет сразу как эквивалент осуществления ваших планов, вашего прогресса, ваших достижений. А может быть, это какая-то важная встреча, которая тоже должна состояться через какое-то время, но вам нужно к этому моменту подойти более ресурсным. У кого-то ведь и так может быть, и, возможно, это касается работы, а то и буквально поездки, перемещения, переезда. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.